Всем привет! Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о возможном социальном взрыве в России из-за бедности. Бедность в стране стала позором, считает Кудрин. При этом причина бедности россиян не санкции, а отсутствие преобразований внутри страны. Страна последние 6 лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, скорее, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма. На мой взгляд, интересно выглядит комментарий мнения Алексея Кудрина со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Последний заявил, что слегка подросло количество людей, чьи доходы сократились в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и другими процессами, происходящими в экономике России. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что о росте бедности в стране речи идти не может. А высказывание руководителя Счетной палаты вызвано излишней эмоциональностью чиновника. Слегка волнуюсь, я уже опаздываю на работу. Волнуешься? Черт, что вы сделали? Тебе надо успокоиться. Дмитрий Песков также добавил, что эффект от множества национальных проектов, направленных в том числе на решение проблемы с бедностью в стране, должен быть уже в текущем году, а по некоторым параметрам в 2021 и в 2022 годах. В общем, если говорить простыми словами, то позиция Кремля заключается в том, что у нас есть национальные проекты, поэтому никакой социальный взрыв нам не грозит. А через пару лет нам еще и весь мир завидовать будет. У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива. У нас очередные компании попадают в зону или в собственность госкомпании или государства. Это движение назад. Для тех, кто не в курсе, напомню, что речь идет о национальных проектах по 12 направлениям стратегического развития, установленным в 2018 году, так называемым Майским указом президента России. На реализацию программ до 2024 года правительство планирует потратить около 26 триллионов рублей. Другими словами, по заявлению Дмитрия Пескова, дела в здравоохранении, образовании, демографии, культуре, строительстве автомобильных дорог и других сферах вскоре серьезно улучшатся. Мы не умеем проводить даже те стратегии или те цели, которые мы заявили. Мы очень неэффективны, очень забюрократизированы. Однако, по сути, цели нацпроектов 2018 года повторяют цели нацпроектов 2012 года. При этом реализация Майского указа президента 2012 года к какому-то показательному прогрессу не привела. В целом, между властью и народом нет обратной связи. Таким образом, складывается впечатление, что слова «национальные проекты» – это скорее громкий лозунг, чем серьезные механизмы по улучшению жизни россиян. В связи с этим оптимизм по реализации национальных проектов испытывают далеко не все граждане. В частности, как показал недавно проведенный Левада-центр социологический опрос, уровень доверия народа к Владимиру Путину как к политику за последнее время существенно упал. Хотя, конечно, формально, пока эта информация не дает оснований для сомнений в словах Дмитрия Пескова. Как говорится, поживем – увидим. Друзья, а как вы думаете, что ждет Россию в 2021 и 2022 годах? Действительно ли мы находимся на пороге перемен, вызванных реализацией национальных проектов? Если да, то в какую сторону? Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и будьте в курсе последних социальных новостей, и не только, с долей авторского юмора. Спасибо за внимание. Пока.